сказать спасибо огромное всем, кто пришел. Ань, тебе в первую очередь, что ты до нас добралась и в своем графике нашла время. Вот, спасибо всем, кто собрался сегодня на мой отклик. Вот, можем похлопать еще раз. Спасибо. Вот. Как у тебя изменилось отношение к травмам, допустим, в начале работы в театре и сейчас? То есть меня, допустим, волнует саму, что нужно ли идти на пролом через боль, через вот это не могу, нужно точно. или здоровье дороже, и Не. как вот ты для себя это решила? Просто я поняла, что травма не вылечится просто так, если я начну тупо ее задалбливать и что-то делать через боль. Она, к сожалению, если это может быть какая-то, не знаю, и мышцы забитые, что-то болит, ты это поймешь, потому что ты при разогреве, ты почувствуешь, что она перестает болеть, нога, либо не только нога, там что угодно, любая часть тела, она перестает болеть, то это нормально. А если она при разогреве начинает болеть сильнее, то все, это значит, надо уходить, надо делать перерыв, тебе организм просто дает уже такие подсказки, что нет, давай, девочка, останавливайся, так нельзя дальше. Ну, то есть никакие сценические возможности не стоят того, чтобы убиваться? Совершенно точно нет. Как ты справляешься с тем временем, когда невозможно заниматься, невозможно танцевать? Ну, сначала мне, конечно, очень нервно и тревожно, но потом просто стараюсь себя успокоить и даже забыть, что я балерина, и начинать увлекаться чем-то другим, интересоваться чем-то другим, общаться даже не с балетным людом и просто уходить от воспоминаний о своей профессии, и так легче, так быстрее проходит срок, который нужен для восстановления. И какие сейчас возможности открылись? Вот если не из балетной сферы, какие-то вещи, чем ты увлеклась, увлеклась, было возможно? очень много всяких съемок, мне даже уже в какой-то момент стало казаться, что я сейчас буду терять профессию, менять ее на новую. Мне даже стало от этого тревожно, потому что мне кажется, что все вокруг думают, что я там ушла куда-то в модельный бизнес, в какую-то вот эту вот совсем другую стезю, и забыла совсем про то, что я балерина, и совсем это не горжусь этим, не думаю об этом, но это не так. Вот, просто так получилось, что вот зовут на съемки, какие-то рекламы, одежда, много всего. Вот, и так получилось, что все это время у меня заняли всякие проекты. Сейчас какая-то мечта сценическая есть? Или уже так более спокойно? Более спокойно, более рационально. Мечты есть, и мечты сбываются. Ура. И я надеюсь, что они сбудутся. Вот. Мне главное, чтобы было здоровье, чтобы был запал, и чтобы меня хватило надолго. Вот. На твой взгляд, вот такая здоровая наглость и самоуверенность, она насколько влияет, насколько она необходима в театре? Помогает или мешает? Допустим, человек, он понимает, что по факту он не самый лучший, но он все равно лезет, как-то прорывается. Это помогает некоторым людям, конечно, такие есть, они просто выбрали этот путь, но мне не очень нравится этот путь, и я не люблю вот это вот на пустом месте разговоры о том, что ты великий. Мне кажется, сначала надо тихо доказать об этом, а потом уже пусть об этом говорят другие лучше, чем ты. Но такой путь есть, и он тоже очень действенный, и люди умеют всех вокруг убеждать. Я сама попадаю под эти убеждения, то есть я действительно начинаю думать об этом человеке по-другому, но потом, если вот так вот все отбросить и посмотреть со стороны таким более трезвым взглядом, ты понимаешь, что тебя просто обманывают, что на самом деле этот человек просто много говорит. Ну вот так как у нас сегодня должен был мастер-класс быть вдвоем, да, вы с Яной, хочется в связи с этим, мне давно уже это интересно, как вы умудряетесь дружить столько времени
будучи в одном театре, фактически, ну, по сути, там какая-то конкуренция или что-то подобное Да мы должно было постараемся между не вами думать. присутствовать. Как Да. вот вы вообще умудряетесь это все сохранять, нормальные человеческие отношения при этом? Мы даже танцуем иногда. У нас есть много одинаковых партий, но, не знаю, я за нее искренне радуюсь, когда она получает новую, большую какую-то роль. Я прихожу, я ее поддерживаю. То же самое делает и Яна. И, не знаю, мы можем друг другу сказать искренне, что, ой, слушай, вот это вот сегодня было не очень. И самое главное, что мы друг другу поверим. Вот я и верю, я к ней прислушиваюсь. И совершенно на нее не обижаюсь, если вот она мне какие-то замечания говорит, какие-то поправки. В общем, ну, надо оставаться человеком, мне кажется. Там, это реально? работа работой. Но смотря какие у тебя цели, так можно и всю жизнь жить, и посвятить ее балету, и не иметь ни семьи, ни детей, ничего. Но я не хочу относиться к этим людям, честно. Я считаю... Часто это, конечно, гениальные люди, но жертвовать семьей, да и просто продавать душу дьяволу, что-то я не готова. Вот. На твой взгляд, в каком сейчас периоде находится вообще русский балет? То есть, ну, я вокруг себя слышу, я отчасти сама согласна, что некий упадок. Он просто переходный, потому что появилось очень много современного балета, и мы сейчас к этому привыкаем, и вроде бы как остались еще те традиции прошлые, в то же время начали появляться другие традиции, к нам приходят, мы имеем возможность видеть, что происходит за рубежом, учиться у них тоже, потому что пока вот был этот железный занавес, они развивались по-своему, мы развивались по-своему, и когда это все открылось, конечно, на нас свалилась куча информации, и теперь мы находимся в каком-то вот таком переходе, то есть мы вроде бы и остались со своими традициями, в то же время нам очень интересно познать что-то новое, а это очень разбалтывает тело, и еще тело у нас не до конца привыкло, не до конца нас могут научить. Сама ты тяготеешь к современному танцу больше или к классике? Я тяготею к современному танцу, но на фоне классического балета, потому что я понимаю, что если бы не было в моей жизни классического балета, мне не был бы так интересен современный танец. Мне кажется, если бы в моей жизни был бы только современный танец, я бы не ощущала такой потребности в нем. А так как я танцую и классику, и современные направления, у меня есть такое вот здоровое равновесие, то есть я танцую классику, потом вдруг приходит современный балет, я начинаю увлеченно работать, репетировать, потому что это что-то новое, но через какое-то время мне это начинает надоедать, и я опять хочу возвратиться к классике, то есть вот это вот равновесие меня очень устраивает. Я все время думаю, что ну вот почему я не уйду в современный танец, и вот каждый раз у меня вот такой вот ответ, что современный танец мне интересен только на фоне классики. Вот, как какая-то отдушина, скажем так. Последний вопрос. Что бы ты могла, вот что ты считаешь самое важное стоит сказать маленьким девочкам, которые еще только собираются поступить в училище или уже поступили, и у них еще есть абсолютная уверенность, что они хотят там стать балериной, самой лучшей в Большом театре и так далее. Что вот для них какие-то самые важные слова? Я бы хотела им сказать, чтобы они не давали ставить им рамок, то есть не загонять их в какой-то угол, постоянно развиваться, смотреть как можно больше, познавать из мира балета, всегда идти в ногу со временем.